Это Москва. 91 год. 28 сентября. Через месяц после августовского путча. И в этой новой стране был один из самых крупных, самых масштабных концертов, который был в России вообще за всю историю, вообще за все время. Этот концерт назывался «Монстры рока». Там выступало 5 групп: AC/DC, Metallica, Pantera, Black Crowes и советская группа EST. Всего на этом концерте было от 700 тысяч человек до 1,5 миллиона человек. Вот это было время, да? Это были кадры с концерта «Монстры рока», который был в 91 году, а это Ярослава. И здесь мы учим русский язык и читаем новости. И мы читаем не только какие-то актуальные новости, то, что происходит прямо сейчас, но еще мы читаем новости о событиях, каких-то культовых событиях, значимых событиях, важных событиях в истории России, чтобы, во-первых, конечно, говорить по-русски лучше, понимать русский язык лучше, и чтобы лучше понимать вообще контекст. Я для вас нашла вот такую новость. Это вырезка из газеты «Московский комсомолец» 91 года, и мы с вами будем разбирать и читать именно ее. И вы удивитесь, насколько лучше вы будете понимать русский язык через полчаса. Не забудьте скачать бесплатно PDF со словарем и небольшой практикой, чтобы лучше запомнить все новые и интересные слова. Если вам нравится этот формат, если вам кажется он интересным, то подписывайтесь, ставьте лайк. А если вы хотите слушать, читать больше новостей, разбирать больше новостей, то каждому эпизоду я делаю дополнительное видео, где я разбираю еще одну новость на эту же самую тему, но она или из совсем другого источника, и можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Например, к этому видео я нашла воспоминания человека, который был на этом концерте, который был очевидцем всех этих событий. Вы помните слово «очевидцы»? Мы говорили о нем в прошлом эпизоде. И в этом дополнительном видео много глаголов с приставками, поэтому это отличный практикум для глаголов с приставками. И еще там мы обсудим, почему этот концерт назвали Тушинским побоищем. Побоище — это место огромной битвы. Кто же там дрался и с кем? И вообще, было ли это побоище или нет? Узнайте в дополнительном видео. А мы с вами начнем. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, как выглядит интересно. Сначала я прочитаю эту статью один раз, потом мы ее всю разберем, что там есть такое интересное, а потом прочитаю второй раз. И вы увидите, как много вы стали понимать. Угу. Металюги, одевайтесь теплее. Спиртное не пить, морду не бить. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть на сегодня, и ответим на наиболее часто задаваемые МК вопросы. Первое и, пожалуй, главное. Вчера, наконец, появилось распоряжение Юрия Лужкова о полной поддержке фестиваля и создании для его проведения режима наибольшего благоприятствования. Во-вторых, на летном поле начали строить гигантскую сцену, но при этом случилось сразу две оказии. Венгерские рабочие забыли какие-то особые молотки, сцену привез известный постановщик Ласло Хегедюш, и осваивают российский инструмент. А также где-то по улицам Москвы долго плутал кран и никак не мог найти Тушина. Несмотря на то, что вчера мы написали, что проблема с туалетами, очень немаловажное обстоятельство, решена, на самом деле это остается камнем преткновения. Кто же поможет? Теперь два самых часто задаваемых вопроса. Где ближайшая станция метро и какова мощность звука? До аэродрома можно добраться от ЖД-станции Тушино и от станции метро Тушинская. Мэрия обещала выделить дополнительные автобусы. Мощность звука будет 500 киловатт или всего-навсего 500 тысяч ватт, что почти в 3 раза больше, чем на фестивале мира 13 августа 1989 года в Лужниках.
Этот звук прекрасно обеспечивает более 600 тысяч человек. Если будет больше зрителей, то и они тоже все услышат, но уже в более советском варианте. И в заключении сегодняшней информации совет оргкомитета фестиваля. Одевайтесь теплее и позаботьтесь о том, что подложить под ноги, чтобы не простудиться. На Западе в подобных случаях зрители обычно используют надувные матрацы или подушки из толстого поролона или пенопласта. Оргкомитет также напоминает, что шоу «Монстры рока» состоится при любой погоде и атмосферных явлениях, хотя достаточная сумма денег уплачена за то, чтобы над летным полем светило солнышко. Но не забывайте, что осень есть осень. Во-первых, мне кажется, что это очень-очень-очень интересное событие само по себе. Представьте, больше нет СССР. Вы всю жизнь жили в СССР. Все изменилось. Вы живете в другой стране. Музыку, которую нельзя было слушать открыто, она приезжает. И люди могут спокойно пойти на концерт, слушать какую-то музыку, как-то одеваться, заниматься чем они хотят и так далее. И приезжает рок-группы, всемирно известные рок-группы. Мне кажется, если бы это происходило со мной, я бы 100% поехала, хотя бы посмотреть, хотя бы увидеть своими глазами. Все, мы с вами начинаем. Итак, самое первое слово «металюги» уже интересное. Этот суффикс «юг» дает такое шутливое, увеличивающее значение, такой оттенок. И еще пренебрежительный оттенок. Ну, например, журналист, журналюга. Если журналист делает хорошо свою работу, то журналюга обязательно ищет какие-то скандалы, передергивает факты. Журналист — журналюга. Или аферист — аферюга. И металлист — это человек, который слушает, который любит металл, такую музыку. Металюга — это более разговорный вариант. Мы сейчас узнаем, почему. Смотрите, что журналисты, газеты говорят этим металюгам. Одевайтесь теплее, потому что сентябрь. Спиртное не пить, морду не бить. Спиртное. Вы знаете, что от слова спирт. Спирт — это чистый алкоголь. И вы знаете, что в русском языке у нас есть название вот таких категорий еды. Первое — это супы. Второе — это, например, мясо или рыба. Потом горячее, жаркое, что-то съесть на сладкое или мучное. Это сделанное из теста, например, хлеб, пирожки, мучное. И спиртное — это все алкогольные напитки. Все, где есть алкоголь. Значит, спиртное не пить и морду. Морда — это лицо, но лицо у животных. Морду не бить. И поэтому журналисты так и говорят этим металлистам, то есть мы вас знаем, вы любите пить и вы любите подраться, поэтому давайте без этого, товарищи металюги. Дальше. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть на сегодня, и ответим на наиболее часто задаваемые МК вопросы. МК — это «Московский комсомолец». Вообще, эта газета появилась в 1919 году, и она существует до сих пор. То есть ей уже больше 100 лет. И вот посмотрим часто задаваемые вопросы. Это устойчивое выражение к frequently asked questions. Иногда на сайтах можно найти «чего?», частые вопросы, например. Первое и, пожалуй, главное, пожалуй, это синоним к слову «скорее всего», «может быть», «возможно», «вероятно». То есть вы согласны, но не 100%. Вчера, наконец, появилось распоряжение. Распоряжение — это разрешение. То есть Юрий Лужков — это мэр Москвы в то время. Он, наконец, разрешил проведение этого концерта, проведение этого фестиваля. И создание для его проведения. Помните, мы говорили, что не «я» в конце, не «е» в конце — это процесс. То есть проводить фестиваль, а процесс, когда будет идти фестиваль, это проведение фестиваля. И вот его
проведения. Можно подумать, что здесь нам нужен «н», потому что с этими местоимениями «его», «ее» у нас появляется «н» в конце. Ну, вы помните, с ним, с ней, у него, для него, без него и так далее. Но «н» появляется в местоимениях, которые заменяют лицо. А здесь у нас притяжательное местоимение, то есть оно заменяет прилагательное. И здесь нам не нужна «н». Итак, и создание для его проведения режима наибольшего благоприятствования. Господи, какое сложное слово. Вот сразу видно, что это какой-то официальный текст. То есть они цитируют распоряжение Лужкова, и поэтому они пишут такими словами, которые уже никто не говорит никогда. Так вот, режим наибольшего благоприятствования мы видим в конце «не я». Глагол будет благоприятствовать, поддерживать, помогать. И раньше, до этого распоряжения, было непонятно вообще, будет концерт или не будет. Здесь говорят, что все, они поддерживают. Во-вторых, чтобы структурировать ваши мысли, есть такие выражения. Во-первых, во-вторых, в-третьих и так далее. Чтобы читатель мог понять вашу логику. Итак, здесь у нас было первое, теперь во-вторых. Во-вторых, на летном поле, то есть этот концерт был на аэродроме, огромное поле. Поле — это простор, это огромное место, пустое место. Есть даже такая песня «Поле, русское поле». Ну, потому что Россия большая. И вот поле, оно тоже очень большое, как раз для такого концерта. На летном поле начали строить гигантскую стену, но при этом случилось сразу две оказии. Слово «оказия» пришло из латыни, и оно обозначает какой-то неожиданный случай, какая-то неожиданная ситуация, которую никто не ожидал. В русском языке слово «оказия» очень эмоциональное. То есть случилось каких-то две ситуации странных. Первое. Венгерские из Венгрии, там, где Будапешт, венгерские рабочие забыли какие-то особые молотки. Молоток — это инструмент. Сцену привез известный постановщик. Постановщик — это человек, который делает представление, шоу, концерт, как режиссер. Вот режиссер-постановщик. Сцену привез известный постановщик Ласло Хегедюш. Ласло Хегедюш. Надеюсь, я читаю правильно. И осваивают российские инструменты. Итак, венгерские рабочие осваивают российский инструмент. Это +1 синоним к списку учить, изучать, выучить и так далее. Освоить значит научиться чем-то пользоваться. Например, освоить компьютер. Моя бабушка освоила компьютер. И сейчас она сидит в интернете целый день. Или изучить что-то очень хорошо. То есть сделать что-то своим. Освоить. Свой. Сделать это своим. Венгерские рабочие изучают, то есть учатся пользоваться российскими инструментами. А также где-то по улицам Москвы долго плутал. Плутал — это ходить без цели, потеряться, не знать, куда идти. И вот, по улицам Москвы долго плутал кран и никак не мог найти Тушино. Тушино — это название аэродрома. Несмотря на то, что вчера мы написали, несмотря на то, это, да, буквально значит «не смотря», и это обозначает, что все равно, даже если мы писали, например, несмотря на то, что они писали, что проблема с туалетами решена, она не решена. Или несмотря на плохую погоду, мы пойдем гулять. Несмотря на то, что эта статья очень сложная, мы ее прочитаем, и мы ее выучим. Несмотря на то, что... Вообще здесь нужна запятая. Вчера мы написали, что проблема с туалетами — очень немаловажное обстоятельство. Итак, слово «важный» вы знаете. Маловажный — значит неважный. А потом немаловажный — это значит снова важный.
И очень немаловажное обстоятельство, это значит очень важное обстоятельство. Обстоятельство — это сумма условий, ситуация полностью. То есть ситуация с проблемами, проблема с туалетами, ну, это очень важная ситуация, ее нужно решать. На самом деле, по правде говоря, например, это остается камнем преткновения. Камень преткновения — это выражение идиома из Библии и означает какую-то ситуацию, какую-то проблему, которую никак не могут решить стороны, никак нельзя найти компромисс, никак ее нельзя решить. И поэтому проблема не решается, и дальше двигаться нельзя. То есть вот проблема с туалетами, она очень острая. Кто же поможет? Теперь два самых часто задаваемых вопроса. Вот мы говорили, часто задаваемые вопросы. Два самых часто задаваемых вопроса. Где ближайшая, самая близкая, станция метро и какова мощность звука? Мощность — это сила, энергия и мощность у техники. Например, мощность измеряется в ваттах, мощность есть у машины в лошадиных силах и мощность звука. До аэродрома можно добраться от железная дорога, то есть это станция поездов, железнодорожной станции Тушино и от станции метро Тушинская. Здесь ЖД поезда, станция метро. Мэрия обещала выделить, то есть дать, дополнительные автобусы. Извините, там будет 600 тысяч человек, даже больше. Мощность звука будет 500 киловатт или всего-навсего 500 тысяч ватт. Кстати, всего-навсего обозначает всего, очень мало. Всего-навсего просто только меньше, чем ожидалось, очень немного. Но здесь я думаю, что 500 киловатт, 500 тысяч ватт, это, наверное, не всего-навсего. Не знаю. Я не знаю, что хотели сказать журналисты этой газеты, но мне кажется, что это, наверное, не очень удачно. Но из песни слов не выкинешь, поэтому мы узнали вот это слово. Что почти в 3 раза больше, чем на фестивале мира. Вот видите, 500 киловатт — это гораздо больше, чем было. В 3 раза больше. Этот звук прекрасно обеспечивает, создает условия, то есть это достаточный звук. Если будет больше зрителей, то и они тоже все услышат, но уже в более советском варианте. Я думаю, здесь они говорят более советский вариант, такой, не очень качественный, не очень хороший. Смотрите, у нас было первое, потом было во-вторых, и сейчас в заключении, то есть в конце, в итоге. В заключении сегодняшней информации Совет оргкомитета фестиваля. Организационный комитет. Кто организаторы? Одевайтесь теплее и позаботьтесь о себе, подумайте о себе, подумайте о том, что подложить под ноги. Подложить под ноги. Стакан под. На чем-то нужно стоять, потому что земля может быть, например, холодная, чтобы не простудиться. Простудиться — заболеть. И заболеть от холода. Я думаю, вы знаете эти болезни. У нас есть простуда, в английском языке просто говорят cold. На Западе в подобных случаях, то есть в этих же случаях, зрители обычно используют надувные матрацы. Я думаю, что чаще говорят матрасы и подушки из толстого поролона, вот как здесь, или пенопласта. Оргкомитет также напоминает, что шоу «Монстры рока» состоится при любой погоде. Состоится, то есть пройдет, будет при любой погоде и атмосферных явлениях. Хотя достаточная сумма, значит, вот сколько нужно, была уплачена, то есть заплатили, отдали деньги за то, чтобы над лётным полем светило солнышко, но не забывайте, осень есть осень. Я думаю, что это была несложная статья. Вы можете прямо сейчас скачать бесплатный PDF-файл, где есть словарик и практика, и мы прочитаем эту статью прямо сейчас вместе еще раз. Металюги, одевайтесь теплее, спиртное не проносить, морду не бить.
Итак, давайте посмотрим, что у нас есть на сегодня, и ответим на наиболее часто задаваемые МК вопросы. Первое и, пожалуй, главное. Вчера, наконец, появилось распоряжение Юрия Лужкова о полной поддержке фестиваля и создании для его проведения режима наибольшего благоприятствования. Во-вторых, на летном поле начали строить гигантскую стену, но при этом случилось сразу две оказии. Венгерские рабочие забыли какие-то особые молотки, сцену привез известный постановщик Ласло Хегедюш, и осваивают российский инструмент. А также где-то по улицам Москвы долго плутал кран и никак не мог найти Тушина. Несмотря на то, что вчера мы написали, что проблема с туалетами – очень немаловажное обстоятельство, решена, на самом деле это останется камнем преткновения. Кто же поможет? Теперь два самых часто задаваемых вопроса. Где ближайшая станция метро и какова мощность звука? До аэродрома можно добраться от ЖД-станции Тушино и от станции метро Тушинская. Мэрия обещала выделить дополнительные автобусы. Мощность звука будет 500 киловатт или всего-навсего 500 тысяч ватт, что почти в 3 раза больше, чем на фестивале мира 13 августа 1989 года в Лужниках. Этот звук прекрасно обеспечивает более 600 тысяч человек. Если будет больше зрителей, то они тоже все услышат, но уже в более советском варианте. И в заключение. Сегодняшней информации совет оргкомитета фестиваля. Одевайтесь теплее и позаботьтесь о том, что подложить под ноги, чтобы не простудиться. На Западе в подобных случаях зрители обычно используют надувные матрасы или подушки из толстого поролона или пенопласта. Оргкомитет также напоминает, что шоу «Монстры рока» состоится при любой погоде и погодных явлениях, хотя достаточная сумма денег была уплачена за то, чтобы над летным полем светило солнышко. Но не забывайте, что осень есть осень. Итак, друзья, смотрите, какое было невероятное событие в России. Надеюсь, что когда-нибудь еще раз мы такое увидим в Москве. И увидимся скоро. Пока.